Приветствую, друзья! Сегодня предлагаю рассмотреть еще одни беспроводные наушники от компании OneMore, на этот раз с акцентом на пространственном звучании. Возможностей тут, как у остальных моделей компании, ВОС и маленькая тележка. Чего только стоит мультипоинт, защита по стандарту IPX5, до 7 часов работы от одного заряда, активное шумоподавление, встроенный эквалайзер, тот самый режим пространственного звучания и незаявленный, но куда более интересный эффект умной громкости. Производитель о нем, конечно, говорит вскользь, но лично для меня это именно та фишка, что делает из хорошего звука просто фантастический. Ну и многим будет приятно лицезреть практически ровный график АЧХ. Потрясающие наушники OneMore не перестают удивлять. О них сегодня и поговорим. Поехали! Приходят наушники в небольшой, но качественно сделанной коробке с изображением модели, перечнем ее основных достоинств и техническими характеристиками с обратной стороны. Больше всего компания гордится тут наличием беспроводной зарядки, хитрым динамическим драйвером, защитой по стандарту IPX5, быстрой зарядкой и 12 пресетами эквалайзера студийного качества. В комплект нам положили солидный томик инструкций, гарантийный талон, короткий Type-C кабель и набор серых силиконовых амбушюр с овальным сердечником. Насадки это нестандартные, но очень высокого качества, так что лучше с ними обращаться бережно. Кейс очень компактный, с довольно необычно открывающейся крышкой и кнопкой для коммутации на нижней части. Спереди у него Type-C порт для зарядки и маленький индикаторный светодиод. Весит он немного, однако встроенной батареи хватает еще на 4 полных перезарядки наушников, что, согласитесь, приятно. Сами чашечки весьма габаритные, чего занимают, как видите, почти все внутреннее пространство кейса. Выполнены они целиком из матового пластика с датчиком приближения с внутренней стороны, отверстием для компенсации динамика, тем самым овальным звуководом и довольно длинной ножкой, на которой вынесли зарядные клеммы, микрофон шумоподавления, обычный разговорный микрофон, и внутри, непосредственно на самом их конце, находится индикаторный светодиод. Смотрится это, честно скажу, просто фантастично. Ну а с качеством разговорного микрофона вы можете ознакомиться прямо сейчас. Я вставлю отрывок из записи. Собственно, слушаем. Тестируем качество записи микрофона беспроводных ТВС-наушников OneMore Aira. Вот, собственно, так он и записывает. И именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Работают наушники до 5 часов шумоподавления и до 7 часов без него. Это замеры на средней громкости. Защита по стандарту IPX5 позволяет пользоваться ими как в зале, так и под дождем. Связь они держат уверенно, никакого шума в паузах я с ними не услышал. Да и громкости тут с приличным таким запасом. В среднем я ими пользовался где-то на 70% громкости. По кодекам не сказать, что густо, только базовый SBC и универсальный AAC. То есть никаких aptX и LDAC тут не предусмотрено. С одной стороны, это вроде как минус, а с другой, какого-либо недостатка в качестве я лично не заметил. Собственно, пользоваться наушниками можно сразу из коробки, но куда разумнее будет сначала установить фирменное приложение OneMore Music и посмотреть, чем там можно расширить их функционал. А сделать это нам предлагают множеством различных способов. Например, здесь можно включить возможность подключения к двум устройствам одновременно, настроить реакции на извлечение, установку наушника в ухо, посмотреть состояние заряда отдельно для всего, обновить прошивку, включить режим звуковой прозрачности или выбрать один из 4 настроек шумоподавления, в том числе и адаптивный, установить реакцию для каждого из наушников на двойное и тройное нажатие, выбрать пресет или самостоятельно накрутить эквалайзер, включить пространственное аудио и настроить под себя так называемую умную громкость. То есть реально просто море возможностей. От себя замечу, что шумодав лучше выставить на адаптивный, эквалайзер чисто на ваш вкус. По умолчанию, как мы узнаем чуть позднее, тут почти идеальная прямая, так что крутить можно вот реально на свой вкус. Пространственное аудио, хотя и является определяющей фишкой для данной модели, но лично я ее не оценил. Обычная реверберация или, если по-простому, искусственно созданный эффект большого помещения. И я такое не люблю. Прошивку, естественно, сразу же обновляйте, тут без вариантов. Ну а что зацепило меня больше всего, это та
самая умная громкость. Название это глупое, так как непосредственно громкости эта функция имеет очень опосредственное отношение. Вроде как она выравнивает АЧХ в зависимости от громкости, но одновременно с этим проявляются детали, да и вообще звук становится другим. На слух сочнее, я бы даже сказал, интереснее. По управлению имеем двойное нажатие для паузы, тройное для перемотки и зажатие для переключения режимов шумоподавления. Все, кроме зажатия, может быть перенастроено из приложения на свой вкус. Я, например, назначил вместо вызова ассистента увеличение громкости. Для меня это куда важнее. Села мне модель прекрасно, уху комфортно, да и звукоизоляция здесь на высоте. Вот так это все, друзья, и выглядит. По измерениям у нас достаточно быстрый импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,15%, что просто превосходно. Ну а затухание на 30 и 60 дБ составляют примерно 82 и 99 миллисекунд с незначительными возмущениями в нижней половине спектра. АЧХ же нам сделали максимально ровное, насколько это вообще возможно, с учетом психоакустики. На нижнем басу тут сделали небольшой подъем на 4 дБ, чтобы подчеркнуть саб-составляющую. Затем идет аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, пик для имитации ушной раковины на 5 кГц и еще один для усиления резкости звучания. Верха, как видите, чуть-чуть отвели на задний план, чтобы ничего не пилило и не резало. А затем самый верх аккуратненько срезали. Что сказать, идеальная АЧХ для тех, кто стремится к ровному звучанию. Да, с акцентами, но каждый из них на 100% обоснован законами психоакустики. Если же вам надо что-то иное, то, как я уже говорил, здесь есть целая куча предустановок и даже возможность самому себе что-то накрутить в эквалайзере. Кстати, обратите внимание на частоты в нем, все они далеко не случайны. Звучат же наушники в своем первозданном виде, то есть безо всяких эффектов, довольно жирно, насыщенно и просто сверхмузыкально. Минуса 2. Лично мне не хватило прорисовки, то есть детализации так называемого объема. То есть звук, хотя и мелодичный, но с ощутимым таким эффектом экрана. Пробовал включить пространственное аудио, плюшка для новичков совершенно несерьезно. Поиграться и выключить ее навсегда. Эквалайзером, конечно, можно накрутить себе всякого, однако то, что я слышу на стандартных настройках, мне нравится куда больше. То, кстати, понятно, все нужные акценты там есть, может чуть-чуть хочется добавить баса, и то не критично. Что делает, например, настройка классика. Правда, еще она акцентирует самый верх диапазона, тот, что с перкуссией и затуханиями струн, что не мое, так как люблю предельно спокойные верха. Так вот, настройка умной громкости с регулятором посередине, на удивление, реально поднимает уровень прорисовки на всем частотном диапазоне и добавляет звук тот самый объем. То есть слушаешь наушники как есть и думаешь, неплохо, да? Затем включаешь режим умной громкости и понимаешь, что раньше было не так уж и здорово, а круто вот стало вот прямо сейчас. При этом звук становится каким-то магнетично притягательным, оторваться от него, на мой взгляд, невозможно. Мелодика, выразительность, объем, пространство, все есть и все очень достойного качества. Понятно, что все это обработка DSP, но мне, откровенно говоря, до этого все равно. Не важно, как они добились крутого звука, главное, что он здесь есть. Однако важнее всего то, что данный режим, как и все остальное в данных наушниках, запоминается непосредственно внутри них самих, а следовательно работает и на любых других устройствах. Я, например, настраиваю все на телефоне, после чего использую наушники с телевизором, приставкой и ноутбуком. Да, для перенастройки вам снова понадобится смартфон, но то, считаю, малое зло. Главное, что после этого вы можете гонять их на выставленных предустановках сколь угодно долго. Основное, а именно включение шумоподавления, есть и так, а кнопки обычно настраиваются один раз за все время использования. Но вернемся непосредственно к звучанию. Бас здесь слегка выделяется на сабчасти, причем если ее немного приподнять, то будут прямо чувствоваться вибрации. В остальном ему вполне хватает текстурности и панча. Ритм-секция правильным образом подчеркнута, вокал выразительный, с опцией хорошо артикулированный, серединка живая, объемная, с прекрасной динамикой и прорисовкой даже очень мелких оттенков звукоизвлечения. Но еще
Еще сильнее радуют довольно протяженные, но не яркие верха, а значит без рези, грязи, звона и других искажений. Звук здесь реально хорошо сбалансирован и комфортен. Я рад, что в компании One More прислушались к отзывам и сделали таки прекрасную настройку сразу из коробки. У Эва с этим были очевидные проблемы. Слишком ярко, до перешарпа четко, черство и чересчур агрессивно. А тут, как домашние тапочки надел и улетел в свое аудиальное путешествие. Согласен, с точки зрения именно аудиофилии, все эти примочки такие искажают истинный звук, даже спорить с этим не буду. Но вот с точки зрения меломании это просто шедевр. Настолько приятно моим ушам уже давно не было. Даже старые какие-то посредственные альбомы раскрылись в совсем новом ключе. Неожиданно, но я начал буквально заслушиваться ими. Это сложно передать, но у One More реально получилось такое маленькое чудо. Несомненно искусственное, но до безумия притягательное. Словно за записи наконец-то взялся какой-то грамотный режиссер и сделал из них наконец конфетку. Это одни из самых вкусно приготовленных ТВС-наушников, что я только слушал. Если спросите мое мнение, то я порекомендую именно их, а не флагманские Эва. Хотя и эти надо немного подстроить из меню, но далеко не так кардинально, как это было у флагманов. Итогом беспроводные ТВС-наушники One More Aero лично меня порадовали защитой от воды, быстрой зарядкой, наличием встроенного эквалайзера, действительно классной системы шумоподавления, достойным временем автономной работы и той самой фишкой умной громкости. Звучание с ней получается просто невероятно живым, выразительным и до безумия притягательным. То есть хватит и разрешения, и глубины, и эмоций буквально бьют ключом. Также отмечу наконец-то правильно настроенную АЧХ из коробки и возможность все это перенастроить под собственные нужды. Это то самое по аналоговому теплое звучание с уклоном в мелодику и передачу нюансов, если, конечно, включить умную громкость. Без нее все-таки деталей становится меньше, а сам звук заметно теряет в объеме. Но, что также можно отметить в плюс, у вас есть выбор, включайте то, что именно вам нужно, и настраивайте все на свой лад. Хотелось бы, конечно, получить еще фирменную систему Sound ID, но ее, видимо, приберегли для флагманов. А так считаю, что это одни из лучших наушников у данного бренда. Настоятельно рекомендую ценителям джаза и другой мелодичной музыки. Для чего-то агрессивного они тоже годятся, но кому-то может не хватить разделения и прорисовки. Такое возможно в силу ее происхождения из обработки сигнала. Я же остался в полнейшем восторге под фанк, рок, пространственную электронику, ритм и блюз, классику и все такое прочее. Просто восхитительно. 10 баллов из 10 для своего сегмента. Ну а на этом у меня все. Это были беспроводные наушники One More Aero. Всем добра. Подписывайтесь, ставьте лайки, присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра.